请您聆听我的祈祷，唤醒那些沉睡的灵魂，为斗罗大陆带来一丝希望。诸位。Тану Тун – главная героиня Боевого континента 2, наряду с Хуэйхао. К тому же она дочь Тансана. А значит, она станет очень сильной в будущем и уже сейчас является гениальным мастером. К примеру, у нее также 3 духа, а первые кольца необычные и лучше, чем у простых мастеров. Конечно, к уровню Тансана она не дотягивает, но превзошла стандарты Боевого континента. Первое ее кольцо возрастом 600 лет дает навык Крылья Гильотины. Второе кольцо уже имеет возраст 1000 лет. Его навык Свет Богини Бабочки. А третье кольцо 3000 лет с навыком Разрез Богини Бабочки. Тану Тун создает между руками сферу золотого света, который затем стреляет в свою цель. При ударе сфера взрывается, образуя 108 световых лезвий, которые разрезают на части все, что попадает им под руку. Она также может высвободить лезвия, направляя все эти световые лезвия крест-накрест, как гигантская сеть к цели. Довольно полезный атакующий прием. Но более нас интересует то, что Тану Тун станет богиней. Какой именно и какого уровня? На самом деле, как дочь Тансана, который является морским богом и асурой, Тану Тун с рождения унаследовала божественность. То есть, даже не спустившись на боевой континент, она бы стала богиней. По сути, ей не нужно повышать ранги, культивировать, получать кольца и так далее. Ей не нужно проходить испытания какого-то бога, чтобы стать его наследником. Но тем не менее, то, что она решила пожить в мире людей, очень интересное и полезное решение. Она многое увидела и научилась. Итак, Тану Тун, дочь Тансана Сяову, официально заняла положение богини Бабочки в Божественном Царстве. Но как ни странно, она является лишь богом 2-го класса, как в трейлере вначале показана семицветная богиня Нинранрон, которая тоже имеет силу бога 2-го уровня, да и все монстры Шрека боги 2-го класса. Но Тану Тун дочка Тансана, по идее она должна стать сильнее. Тансан – бог-король, и Сяову также однажды стала богом уровня короля. Почему Тану Тун не может поднять свой ранг бога? Одна из возможных причин, потому что звериные боги не могут превзойти ранг бога 2-го класса из-за бога дракона. Бог-бабочка также является богом-зверем, поэтому хотя Тану Тун была на вершине силы бога 2-го класса, она не может прорваться и перешагнуть на следующую ступень, к сожалению. Когда Тансан выбрал для нее положение богини Бабочки, он определенно знал, что она никогда не сможет подняться выше бога 2-го уровня, но он все равно выбрал это. Возможно, Тансан не хотел, чтобы его дочь была самым сильным богом, так как он был способен ее защитить. Он мог решить оградить ее от всех тяжестей и проблем, которые имеют боги-короли. Он только желал, чтобы его дочь всегда была счастлива и защищена. Позже Хуэйхао также смог защищать свою дорогую жену, и его мысли были такими же, как и у Тансана. Он мог защитить ее от всех опасностей, чтобы ей не пришлось становиться сильной. Но все же у Тану Тун есть свои козыри. Она обладает силой бога 2-го уровня в царстве богов, но поскольку унаследовала родословную морского бога, она может использовать специальный метод, чтобы стимулировать силу родословной в своем теле. Ее способности могли быть смешаны с некоторой частью дыхания Верховного Бога. В лучшем случае, это позволило бы ей временно обрести боевую мощь бога 1-го уровня, и это продлилось бы недолго. Это означает, что если ей сильно понадобится, она может на некоторое ограниченное время поднять свою силу до бога 1-го класса. Полезная способность, например, при столкновении с очень сильным врагом. Это мы уже не говорим о том, что ее 9-е кольцо вызывает аватар морского бога, который тоже невероятно силен. Кто такой Тансан? Правитель Божественного Царства и один из 5 верховных богов. Определенно не так много сильных богов, которые могли бы сравниться с ним во всем Божественном Царстве. Более того, в нем заключен Асура, сила которого превосходит 5 верховных богов. Как только он появится, неважно на боевом континенте или в Божественном Царстве, кто осмелится сразиться с Тансаном. Родившись в Божественном Царстве, Тану Тун была довольно вредным ребенком. Боги нежно называли ее маленькой ведьмой. Тану Тун весь день кого-то задирала. Каждый день думала о том, чтобы снять плащ с дяди бога разрушения. Она часто ходила играть с богиней жизни, поэтому Тану Тун всегда называла богиню жизни тетей Лу. Хотя Тану Тун достигнет лишь положения богини 2-го класса, это не значит, что она не талантлива, слабая или плохо старалась. В каком-то смысле талант Тану Тун был даже намного сильнее, чем у Хуэйхао, и ей не нужно было усердно тренироваться, чтобы стать выдающимся мастером. Просто Тану Тун не так повезло, как Хуэйхао. Если исключить удачу, Хуэйхао, возможно, даже не смог бы стать богом, но Тану Тун другая.
Учитывая родство ее отца, для нее стать богом легко. А что вы думаете о дочери Тенсана? Почему она лишь богиня 2 класса? И может ли она в будущем прорвать этот барьер? Напишите в комментариях. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.